Всем добрый вечер. Оля увлечена блокнотом, и я продолжу читать нашу пятую книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса». Остановились мама с Олей на 14 главе. Глава 14. Перси и бродяга. На другое утро Гарри проснулся первым в спальне. Он немного полежал, глядя, как плавает пыль в солнечном луче, проникшем через щель в пологе, и радуясь тому, что сегодня суббота. Первая неделя занятий казалась бесконечно долгой, как один сплошной урок истории магии. Судя по сонной тишине и свежести солнечного луча, солнце взошло совсем недавно. Он раздвинул полог кровати, встал и начал одеваться. Кроме птичьего щебета вдали, до мерного глубокого дыхания соседей гриффиндорцев, ничего не было слышно. Он тихо открыл свою сумку, вытащил пергамент и перо и пошел в общую гостиную, направившись прямо к своему любимому мягкому креслу возле камина, давно погасшего. Гарри сел поудобнее, развернул пергамент и огляделся. Обычного мусора, накапливающегося здесь к концу дня, скомканных клочков пергамента, старых ключей, камней, конфетных оберток и пустых пузырьков из-под ингредиентов, сегодня не было. Не было и шапок, связанных Гермионой для эльфов. Лениво подумав о том, сколько эльфов уже отпущено на свободу, хотели они или нет, Гарри откупорил чернила, обмакнул перо и занесся над его гладким желтоватым пергаментом. Глубоко задумался. Он сидел, глядя в пустой камин, и решительно не знал, что ему написать. Теперь он понял, насколько трудно было Рону и Гермионе писать ему летом письма. Как рассказать Сириусу обо всем, что случилось за неделю, и задать вопросы, не дававшие покоя, но так, чтобы не поняли те, кто может перехватить письмо. Он долго сидел, уставясь в камин, и наконец пришел к решению и, снова окунув перо, начал писать. «Дорогой Нюхалс, надеюсь, что ты здоров. Первая неделя здесь была ужасной, и я рад, что она кончилась. У нас новый преподаватель защиты от темных искусств, профессор Амбридж. Она почти такая же милая, как твоя мамочка. А пишу тебе потому, что про что писал тебе прошлым летом, опять случилось вчера вечером, когда я отбывал наказание у Амбридж. Скучаю по нашему самому большому другу, надеемся, что он скоро вернется. Пожалуйста, ответь поскорее. Всего хорошего. Гарри». Он несколько раз перечитал письмо, пытаясь увидеть его глазами постороннего. Кажется, из него нельзя понять, о чем здесь говорится и кому она адресована. Он надеялся, что Сириус поймет намек о Хагриде и сообщит, когда Хагрид может вернуться. Открыто спрашивать он не хотел. Это могло привлечь внимание к тому, чем занят Хагрид, пока отсутствует в школе. Письмо, хотя и очень короткое, писалось долго. За это время солнце обогнуло чуть не половину гостиной, а в спальнях наверху уже слышались движения. Аккуратно запечатав пергамент, он выбрался через портретную дверь и пошел к совятнику. «На твоем месте я бы этой дорогой не шел», — сказал почти безголовый Ник, смущенно выплывший перед ним из стены в коридоре. Пирс задумал подшутить над первым, кто пройдет мимо бюста Парацельса по коридору. «Шутка в том, что Парацельс упадет ему на голову», — осведомился Гарри. «Как не смешно, да», — скучным голосом ответил Ник. Остроумием Пирс никогда не отличался. «Попробуй найти кровавого барона. Может, он его урезонит». «Пока, Гарри». «Пока», — отозвался Гарри и свернул не направо, а налево, выбрав более длинную, но более безопасную дорогу к совятнику. Настроение у него улучшилось. В одном окне за другим он видел яркое голубое небо. Сегодня тренировка, и наконец-то он попадет на поле для квиддича. Что-то задело его лодыжку. Он посмотрел под ноги и увидел, что мимо шмыгнула тощая серая кошка, смотрителя миссис Норрис. Она глянула на него желтыми, как лампы, глазами и скрылась за статуей Уилфрида Унылого. «Ничего такого не делаю», — крикнул ей вслед Гарри. У нее явно был вид кошки, намеревавшейся донести на него хозяину. Хотя с какой стати, Гарри не понимал. Он имел полное право пойти субботним утром в совятник. Солнце уже стояло высоко, и когда Гарри вошел в совятник, окна без стекол ослепили его. Широкие серебристые снопы солнечного света насквозь пронизывали круглое помещение, где сидели на балках сотни сов. Несколько обеспокоенных ярким светом, некоторые, похоже, только что вернулись с охоты. Отыскивая глазами буклю, Гарри шел, задрав голову, и устланный соломой
Пол похрустывал под ногами, когда он наступил на косточки маленьких животных. «Вот ты где», — сказал он, увидев ее почти на самом верху сводчатого потолка. «Давай сюда, тут у меня письмо». Тихо ухнув, она распрямила большие белые крылья и спустилась к нему на плечо. «Ну да, тут написано Нюхалзу», — сказал он, вкладывая ей в клюв письмо, и сам, не зная зачем, шепотом добавил: «Но оно для Сириуса, ясно?» Букля мигнула желтыми глазами, и это означало, что она поняла. «Тогда счастливого полета». Гарри поднес ее к одному из окон. Ты куда? Гарри поднес ее к одному из окон, и, оттолкнувшись от его руки, Букля взмыла в ослепительно яркое небо. Он смотрел ей вслед, пока она не превратилась в черную точку и не исчезла. А потом перевел взгляд на хижину Хагрида. Домик был хорошо виден из этого окна и явно необитаемым. Занавески задернуты, дым из трубы не идет. Верхушки деревьев в запретном лесу раскачивал ветерок. Гарри смотрел на них, радуясь свежему воздуху, оббивавшему лицо, думая, что скоро Квиддич. И вдруг увидел из чащи, словно громадная нелепая птица, поднялась большая крылатая лошадь-рептилия, и с раскинутыми перепончатыми, как у птеродактиля, крыльями, в точности такая же, что были впряжены в хорватские кареты. Она описала в воздухе большой круг и снова опустилась в чащу. Все это произошло так быстро, что Гарри не мог поверить своим глазам. Однако сердце у него бешено забилось. Позади открылась дверь. Он вздрогнул от неожиданности и, обернувшись, увидел Джоу Чанг с письмом и свертком в руке. «Привет», – машинально произнес он. «Ой, привет», – испуганно отозвалась она. «Я думала, что тут никого не будет в такую рань. Только что вспомнила, сегодня мамин день рождения». Она показала сверток. «Ага», – пробормотал Гарри. У него словно что-то заклинило в голове. Он хотел сказать что-нибудь забавное, но мысли были заняты ужасной крылатой лошадью. «Хорошая погода». Он показал в окно. Внутри у него все съежилось от растерянности. «Погода? О погоде заговорил?» «Да», – Джоу поискала взглядом подходящую сову. «В самый раз для Квиддича, а я всю неделю не выходила, а ты?» «Тоже», – сказал Гарри. «Так, тоже», – сказал Гарри. Джоу остановила выбор на одной из школьных сипух, подманила ее к себе на руку, и птица услужливо выставила лапу, чтобы к ней прикрепили посылку. «А что, у Гриффиндора уже есть новый вратарь?» «Да, мой друг Рон Уизли, знаешь его?» «Это который ненавидит торнадос?» – холодно осведомила Джоу. «А играть-то может?» «Да», – сказал Гарри, – «думаю, да. Хотя в игре я его не видел. Отбывал наказание». Джоу перестала привязывать посылку к совиной лапе и подняла голову. «Это Амбридж подлая», – сказала она, понизив голос. «Наказала тебя за то, что ты сказал правду про его смерть. Все об этом слышали, вся школа знает. Ты храбро поступил, что не поддался ей». Гарри сразу ощутил такую легкость, что казалось, вот-вот поднимется в воздух с заляпанного пометом пола. Какое ему дело до этих дурацких летающих лошадей? Джоу считает, что он вел себя храбро. Он даже подумал... Алина, так не надо залазить, вдруг упадет. Он даже подумал, не показалось ли ей как бы случайно порезанную руку, пока помогает привязывать посылку. Но тут, в секунду, когда возникла эта соблазнительная мысль, дверь советника снова распахнулась. Пыхтя вошел смотритель Филч. Его обвислые с прожилками щеки были в красных пятнах, подбородок дрожал, жидкие седые волосы взъерошены. Он явно бежал сюда. Миссис Норрис семенила следом, поглядывая на сов и алчно мяукая. Наверху беспокойно зашуршали крылья, и большая бурая сова угрожающе щелкнула клювом. «Ага», — сказал Филч, решительно шагнув к Гарри, и гневно тряся дряблыми щеками. «Мне сообщили, что ты намерен послать большой заказ на навозные бомбы?» Гарри скрестил руки на груди и хмуро уставился на смотрителя. «Кто вам сказал, что я заказываю навозные бомбы?» Джоу тоже нахмурилась, переводила взгляд с Гарри на Филча, и сипуха, устав стоять на одной ноге, укоризненно ухнула. Джоу пропустила ее напоминание мимо ушей. «У меня свои источники», – самодовольно прошипел Филч. «А ну-ка, дай сюда свое письмо». Радуясь, что не замешкался с отправкой письма, Гарри сказал: «Не могу, уже отправлено». «Отправлено?» Лицо Филча исказилось от ярости. «Отправлено?» – невозмутимо подтвердил Гарри. Филч захлопал ртом и стал обшаривать глазами мантию Гарри. «А почем я знаю, что она у тебя еще не в кармане?»
А потому, я видела, как он отправил, сердито вмешалась Джоу. Филч повернулся к ней. Видела? Да, видела, уже свирепо сказала она. Наступила пауза. Филч раздраженно смотрел на Джоу, она отвечала ему таким же взглядом. Наконец он повернулся и зашаркал к двери. Взявшись за ручку, обернулся к Гарри. Если только учую навозную бомбу, он затопал вниз по лестнице. Миссис Норрис бросила последний жадный взгляд на Сох и поспешила за ним. Гарри и Джоу переглянулись. «Спасибо», — сказал Гарри. «Не за что». Джоу, покраснев, привязала, наконец, сверточек к лапке Сипухи. «Ты ведь не заказывал бомб, правда?» «Конечно», — сказал Гарри. «С чего же он взял, что ты заказывал?» — спросила она, неся птицу к окну. Гарри пожал плечами. Он был озадачен не меньше ее, но сейчас его это почему-то мало волновало. Из советника они вышли вместе. У входа в коридор, который вел в левое крыло замка, Джоу сказала: «Мне сюда». «Ну, до встречи, Гарри». «До встречи». Она улыбнулась ему и ушла. Окрыленный, Гарри двинулся дальше. На протяжении всего разговора с ней он ни разу не смутился. «Ты храбро поступил, что не поддался ей». Джоу назвала его храбрым. Она не проклинает его за то, что он остался жив. Конечно, она предпочла Седрика, это ясно. Хотя если бы он пригласил ее на бал раньше Седрика, все могло бы обернуться иначе. Кажется, ей действительно было жаль, что приходится ответить отказом на приглашение Гарри. «Доброе утро», — весело сказал он Рону и Гермионе, усаживаясь за стол Гриффиндора в большом зале. «Чего это ты такой довольный?» — удивился Рон. «Ну-ка, видишь скоро», — радостно сказал Гарри, придвигая к себе большое блюдо яичницы с беконом. «А, да». Рон положил свой тост и глотнул тыквенного сока. «Слушай, ты не против пойти со мной чуть раньше? Немного погонять меня перед тренировкой, чтобы я слегка пообвык?» «Давай, конечно», — сказал Гарри. «Слушайте, по-моему, не стоит», — вмешалась Гермиона. «У вас обоих масса не сделанных уроков, а вы...» Но она не закончила фразу, прибыла утренняя почта, и к Гермионе, как всегда, спускался ежедневный пророк в клюве ушастой совы, которая приземлилась в опасной близости к сахарнице и протянула лапу. Гермиона сунула ей в кожаный мешочек кант, и когда птица взлетела, критическим взглядом пробежала по первой странице. «Что-нибудь интересное?» – спросил Рон. Гарри улыбнулся. Понятно было, что Рон хочет отвлечь ее от неприятной темы домашних заданий. «Нет», – вздохнула она, – «сплетня о бас-гитаристке ведуньи выходит замуж». Гермиона развернула газету и скрылась за ней целиком. Гарри занялся второй порцией яичницы. Рон с несколько озабоченным видом смотрел на высокие окна. «Постойте», – вдруг сказала Гермиона. «Ох, что же это, Сириус?» «Что такое?» – сказал Гарри и схватился за газету так порывисто, что она разорвалась надвое. У него и Гермиона оказалась в руках по половине. Министерство магии получило сведения из надежного источника, что осужденный за массовое убийство Сириус Блэк ля-ля-ля в настоящее время скрывается в Лондоне. Гермиона прочла это упавшим голосом. «Люциус Малфой, спорю на что угодно», – тихо и с яростью проговорил Гарри. Он узнал Сириуса на платформе. «Так», – встревожился Рон, – «ты хочешь сказать...» – остановили его оба. «Министерство предупреждает волшебное сообщество, что Блэк крайне опасен. Убил 13 человек. Совершил побег из Азкабана». «Обычный вздор», – заключила Гермиона, положив свою половину газеты и с испугом глядя на Гарри и Рона. «Значит, опять не сможет выходить из дома, вот и все», – прошептала она. Дамблдор предупреждал его, что нельзя. Гарри хмуро посмотрел на свою половину разорванного пророка. Большая часть страницы была посвящена рекламе мантий на все случаи жизни от мадам Малкин, видимо, устроившей распродажу. «Эй», — сказал он, шлепнув газету на стол, чтобы видно было Гермионе и Рону. «Посмотрите сюда». «Мне своих мантий хватает», — сказал Рон. «Да нет, вот на эту маленькую заметку». Рон и Гермиона нагнулись к газете. Заметка была в несколько строк и помещена в самом низу колонки. Нарушитель в министерстве. Стерджис Пандор, 38 лет, проживающий в Клэпмене, Лаундрум Гарденс 2, предстал перед Визенгамотом по обвинению во вторжении и попытке ограбления, имевшей место в Министерстве магии 31 августа. Пандор был задержан в час ночи дежурным колдуном министерства Эриком Манчем, который застиг его за попыткой проникнуть в совершенно секретное помещение. Пандор, отказавшийся от защитительной речи, признан виновным по обоим пунктам и приговорен к 6 месяцам заключения в Азкабане.
«Стрэджис Пандор», – медленно проговорил Рон. «Это у которого голова как будто покрыта соломой. Он тоже из Ордс», – испуганно озираясь, оборвала его Гермиона. «6 месяцев в Азкабане», – прошептал потрясенный Гарри. «Только за то, что хотел войти в какую-то дверь. Не будь наивным, и не в двери дело. С чего это он оказался в Министерстве магии в час ночи?» – прошептала Гермиона. «Думаешь, он что-то делал по заданию Ордена?» – шепотом спросил Рон. «Подождите», – вмешался Гарри, – «ведь Стерджис должен был нас провожать, помните?» Оба уставились на него. «Ну да, он тоже должен был охранять нас. Но по дороге на вокзал, помните? И Грюм досадовал, что он не явился. Значит, он не мог пойти туда по их заданию, так? Но может, они не думали, что он попадется?» – сказала Гермиона. «Его могли подставить», – воскликнул Рон. «Нет, слушайте». Под угрожающим взглядом Гермионы заговорщицки понизил голос. «Министерство подозревает, что он человек Дамблдора, и, не знаю, никуда он не хотел проникнуть. Его заманили в министерство, просто придумали, как его схватить». Наступило молчание. Гарри и Гермиона задумались. Гарри казалось, что версия эта протянута за уши. Гермиона же отнеслась к ней всерьез. «Знаете, нисколько не удивлюсь, если это в самом деле так». Она задумчиво сложила свою половину газеты. Гарри положил вилку и нож, и тут она будто опомнилась. «Так, по-моему, надо заняться этой статьей для Стебель о самоудобряющихся кустарниках. И если быстро справимся, успеем до обеда поработать над заклинанием Инаниматус Полниорус для МакГонагал». При мысли о куче домашних заданий, дожидавшихся его наверху, Гарри ощутил легкий укол совести. Но небо было ясное, восхитительно голубое, а он уже неделю не садился на свою молнию. «Можно ведь вечером», — сказал Рон, когда они с метлами на плечах спускались по лужайке к полю для квиддича, и грозные предостережения Гермионы о том, что они завалят все свои СОВ, еще звучали у них в ушах. И еще завтра целый день. Она чересчур заводится из-за работы. Вот в чем ее беда. Он помолчал, а потом с легким беспокойством добавил: «По-твоему, она всерьез сказала, что не даст списывать?» «По-моему, да», — ответил Гарри. «Но и потренироваться надо, если не хотим, чтобы нас выгнали из команды». «Правильно», — повеселев сказал Рон. «Времени у нас на все хватит». Подходя к полю для квиддича, Гарри посмотрел направо туда, где колыхались темные вершины запретного леса. Никто не взлетел оттуда. Небо было пустынно, если не считать нескольких сов вдалеке, круживших около башни Советника. Забот у него и так хватало. От летающей лошади никакого вреда ему нет. Он перестал о ней думать. В раздевалке они достали из шкафа мечи и принялись за дело. Рон охранял 3 высоких шеста, а Гарри играл за охотника, пытаясь забросить квофл в кольца. Рону, на взгляд Гарри, получалось неплохо. Он отразил 3/4 бросков и с каждым разом действовал все увереннее. Часа через 2 они вернулись в замок на обед, в ходе которого Гермиона ясно дала им понять, что считает их безответственными, а после обеда пошли на общую тренировку. Вся команда, кроме Анджелины, была уже в раздевалке. «Порядок, Рон?» – спросил его Джордж и подмигнул. «Ага», – сказал Рон, хотя по дороге к полю он заметно присмирел. «Покажешь нам, где раки зимуют?» – сказал с ехидной улыбкой Фред, высунув всклоченную голову из-за ворота спортивного костюма. «Заткнись», — каменным лицом огрызнулся Рон. Впервые надевший форму, костюм был Оливера Вуда и пришелся ему почти впору, хотя Оливер был шире в плечах. Анджелина, уже переодетая, появилась из капитанской комнаты и сказала: «Внимание, начинаем! Алисия и Фред, будьте добры, ящик с мечами. Да, тут будут наблюдать за нами кое-какие зрители. Прошу не обращать на них внимания», – произнесла она это безразличным тоном. Но Гарри почему-то подумал, что ей известно, кто эти зрители. И в самом деле, когда они вышли из раздевалки на яркое солнце, их встретило улюлюканье и глумливые выкрики слизеринской команды и десятка болельщиков, сбившихся в кучу на пустой трибуне. Голоса их гулким эхом разносились по стадиону. «Что это там?» – оседлал Уизли, насмешливо пропел Малфой. «Какими заклинаниями научили летать это гнилое старое полено?» Крэб, Гойл и Пенси Паркинсон загоготали. Рон оседлал метлу и взлетел. Гарри следом. Сзади было видно, как покраснели у Рона уши. «Не обращай внимания», – сказал он
нагнав друга. «Посмотрим, кто будет смеяться после матча». «Вот правильное отношение, Гарри», – одобрила Анджелина, взмыв над ними с Квофлом под мышкой, и зависла перед своей командой. «Так, начнем с перепасовки. Для разогрева участвуют все». «Эй, Джонсон, что за прическа?» – завопила снизу Пенси Паркинсон. «Кто это придумал, чтобы волосы выглядели как черви?» Анджелина откинула со лба заплетенные в косички волосы и спокойно скомандовала: «Расходимся и посмотрим, на что мы годны». Гарри отлетел назад к кромке поля, Рон к шестам на другой стороне. Анджелина подняла Квофл одной рукой и с силой метнула Фреду. Тот отпасовал Джорджу, Джордж Гарри, Гарри Рону, и Рон его выронил. Слизеринцы, возглавляемые Малфоем, оглушительно заржали. Рон устремился вниз, чтобы поймать мяч до того, как он упадет на землю. Вышел из пике неудачно, завалившись на бок, весь покраснел, но все же снова поднялся на рабочую высоту. Гарри увидел, как переглянулись Джордж и Фред, однако, вопреки обыкновению, промолчали, за что он их мысленно поблагодарил. «Бросай, Рон!» – крикнула, как ни в чем не бывало Анджелина. Рон бросил Квофл Алисии. Алисия отпасовала Гарри, Гарри Джорджу. «Эй, Поттер, шрам не беспокоит?» – крикнул Малфой. «Прилечь не хочешь? Пора уж, целую неделю как не был в больничном крыле. Личный рекорд, небось?» Джордж бросил Квофл Анджелине, она вернула его Гарри, который не ожидал этого, но все же поймал мяч кончиками пальцев и сразу отправил Рону. Рон ринулся за мячом и промахнулся. «Давай повнимательней!» – сердито крикнула Анджелина вслед Рону, устремившемуся к земле за Квофлом, когда Рон вернулся на рабочую высоту. Трудно было сказать, что краснее – его лицо или Квофл. Малфой и остальные слизеринцы задыхались от смеха. С третьей попытки Рон поймал Квофл и, наверное, от радости так запустил им в Кэти, что мяч пролетел у нее между рук и ударил прямо в лицо. «Извини», – простонал он и бросился к ней посмотреть, силен ли ушиб. «Вернись на место, она цела», – рявкнула Анджелина. «Но когда пасуешь своему, постарайся не сбить его с метлы. Для этого есть бладжеры». У Кэти шла кровь из носа, слизеринцы на трибуне топали ногами и улюлюкали. Фред и Джордж подлетели к Кэти. «На-ка», – сказал Фред, вынув из кармана что-то маленькое, малинового цвета. «Остановит мигом». «Ладно», – крикнула Анджелина. «Фред и Джордж, берите биты и бладжеры. Рон, к шестам. Гарри, когда скажу, выпускай снич. Начинаем забрасывать Рону». Гарри помчался за близнецами. «У Рона все через пень-колоду», – буркнул Джордж, когда они приземлились возле ящика с мячами. «Просто волнуется», – сказал Гарри. «Утром мы упражнялись вдвоем, и он играл нормально. Будем надеяться, он не прошел пик формы», – угрюмо сказал Фред. Они поднялись в воздух, Анджелина дала свисток, Гарри освободил снич, а Фред с Джорджем отпустили бладжеры. С этой минуты Гарри почти не замечал, что делают остальные. Его задача поймать трепетный золотой мячик, приносящий команде 150 очков. Это требовало исключительно быстроты и сноровки. Он ускорился, с креном закладывал вираж, подлетал к охотникам и удалялся. Теплый осенний воздух бил в лицо. В ушах звенели далекие бессмысленные крики слизеринцев. Но недолго. Его остановил свисток. «Стоп, стоп, стоп!» – крикнула Анджелина. «Рон, ты не прикрываешь средний шест!» Гарри оглянулся на Рона, тот парил перед левым кольцом, оставив без присмотра остальные два. «Ой, извини, ты все время смещаешься, следя за охотниками», – сказала Анджелина. «Или стой в центре, пока не надо прикрывать боковое кольцо, или циркулируй между ними, а не дрейфуй в сторону. Из-за этого ты пропустил 3 последних гола». «Извини», – повторил Рон, и лицо его горело на фоне голубого нега, как красный бакен. «А ты, Кэти, не можешь как-нибудь остановить кровь? Она только хуже идет», – хрипло сказала Кэти, утираясь рукавом. Гарри оглянулся на Фреда, тот встревоженно шарил в карманах, потом вытащил что-то малиновое, осмотрел и не со скрываемым ужасом обернулся к Кэти. «Ну попробуем еще раз», – сказала Анджелина. Она не обращала внимания на слизеринцев, затянувшихся на распев «Гриффиндор, сапожники, Гриффиндор, сапожники». Но посадка ее на метле стала несколько скованной. На этот раз свисток Анджелины остановил их через каких-нибудь 3 минуты. Гарри как раз заметил снич у противоположных шестов и был раздосадован остановкой. «Ну что опять?» – раздраженно спросил он Алисию, ближайшую к нему. «Кэти», – кратко ответила она. Гарри повернулся и увидел, что Анджелина, Фред и Джордж мчатся к Кэти вместе с Алисией. Он устремился туда же. Ясно было, что Анджелина во время остановила игру. Кэти, белая как мел, обливалась кровью. «Ее надо в больницу», – сказала Анджелина. «Мы ее доставим», – сказал Фред. Она по ошибке проглотила кровяной волдырняк.
Продолжать без загонщиков и одного охотника нет смысла, мрачно сказала Анджелина, когда Фред и Джордж, поддерживая Кэти с двух сторон, полетели к замку. Все переодеваемся. Слизеринцы проводили их до раздевалки глумливыми выкриками. Получасом позже Гарри и Рон вошли через портретную дверь в общую гостиную Гриффиндора. «Как прошла тренировка?» – холодно спросила Гермиона. «Тренировка?» – начал Гарри. «Совсем паршиво», – глухим голосом закончил Рон, опустившись рядом с ней в кресло. Гермиона посмотрела на него и немного оттаяла. «Первый блин комом», – утешила она Рона. «Надо втянуться». «Кто сказал, что из-за меня паршиво?» – огрызнулся Рон. «Никто», – растерянно сказала она. «Я думала...» «Ты думала, я ни на что не годен?» «Да нет же. Ты сказал паршиво. Ну, я намерен заняться уроками», – сердито объявил Рон и затопал к лестнице в спальню. «Он паршиво играл?» «Нет», – ответил Гарри, как положено другу. Гермиона подняла брови. «Ну, наверное, он мог бы и лучше сыграть, но ты правильно сказала. Все-таки первая тренировка». В тот вечер и Рон, и Гарри не сильно продвинулись с уроками. Гарри понимал, что Рон огорчен своей плохой игрой, да и у самого него до сих пор гремело в ушах: Гриффиндор, сапожники. И все воскресенье они просидели в гостиной, зарывшись в книги, между тем, как комната то наполнялась народом, то пустела. День опять был погожий, и большинство однокашников-гриффиндорцев проводили его на воздухе, последний раз в году наслаждаясь ярким солнцем. К вечеру Гарри почувствовал себя так, как будто его мозгом колотили изнутри по черепной коробке. «Знаешь, наверное, надо поплотнее засесть за уроки на неделе», — сказал он Рону, когда они наконец отложили длинную работу о заклинании Инаниматус Коньюрус для МакГонагал и уныло взялись за такое же длинное сочинение о спутниках Юпитера для профессора Синистры. «Да», — согласился Рон, бросив пятый испорченный обрывок пергамента в камин и потер покрасневшие глаза. «Может, попросим Гермиону показать, что она сделала?» Гарри посмотрел в ее сторону, она сидела с живоглотом на коленях, весело болтая с Джинни, и в руках у нее мелькали спицы. Вязался очередной бесформенный носок для домового эльфа. «Нет», — твердо сказал он, — «ты же знаешь, она не покажет». И они продолжили работать, пока не потемнело за окнами. Гостиная потихоньку пустела. В половине 12-го к ним, зевая, подошла Гермиона. «Заканчивайте?» «Нет», — лаконично ответил Рон. «Самый большой спутник Юпитера — Ганимед, а не Каллистра». Она показала пальцем на строчку сочинения Рона. «А вулканы на Ио». «Благодарю», — буркнул Рон, зачеркивая ошибку. «Извини, я просто... Ну да, приходишь только критиковать. Рон, некогда мне слушать нотации, ясно? У меня тут работа по горло». «Ой, посмотри!» Гермиона показала на ближнее окно. Снаружи на подоконнике стояла красивая сипуха и смотрела на Рона. «Не Гермес ли это?» – изумилась Гермиона. «Ух ты, он!» – тихо сказал Рон и вскочил, бросив перо. «С чего это Перси мне пишет?» Он открыл окно, Гермес влетел в гостиную, опустился на сочинение Рона и протянул лапу с привязанным письмом. Рон снял письмо, и птица тотчас улетела, оставив черные следы на рисунке Ио. Рон прочел надписи на свитке: «Рональду Уизли, Гриффиндор, Хаус Хогвартс», и сел в кресло. Почерк Перси. Он поднял глаза на Гарри и Гермиону. «Ну что, открывай», – нетерпеливо сказала Гермиона, и Гарри кивнул. Рон развернул свиток и начал читать. Чем дальше скользили его глаза по свитку, тем сильнее он хмурился. И когда закончил, на лице его было написано «Отвращение». Он бросил письмо Гарри и Гермионе, и они, наклонившись друг к другу, прочитали его вместе. «Дорогой Рон, я только что услышал ни от кого иного, как от самого министра магии, который узнал это от твоей новой преподавательницы профессора Амбридж, что ты стал старостой Хогвартса. Я был приятно удивлен этой новости, и раньше всего хочу тебя поздравить. Должен признаться, я всегда опасался, что ты пойдешь, если можно так сказать, дорожкой Фреда и Джорджа, и не по моим стопам, поэтому можешь вообразить, с каким чувством я воспринял известие о том, что ты перестал пренебрегать требованиями руководства и взял на себя реальную ответственность. Но хочу не только поздравить тебя, Рон, я хочу дать тебе некоторые советы. Почему и посылаю это письмо ночью, а не как обычно утренней почтой. Надеюсь, ты прочтешь его вдали от любопытных глаз и избежишь неудачных вопросов. Из того, что говорил мне министр,
сообщая о твоем назначении, я заключил, что ты по-прежнему часто общаешься с Гарри Поттером и должен сказать тебе: романтично, Рон, ничто не угрожает тебе потерей значка больше, чем продолжающееся братание с этим учеником. Не сомневаюсь, мои слова тебя удивят, и ты, безусловно, возразишь, что Поттер всегда был любимцем Дамблдора, но должен сказать тебе, что Дамблдор, вероятно, недолго будет оставаться во главе Хогвартса, и влиятельные люди совсем иначе и, наверное, правильнее оценивают поведение Поттера. Распространяться не буду, но если ты посмотришь завтрашний ежедневный пророк, то получишь хорошее представление о том, куда дует ветер, и, быть может, наткнешься на имя твоего покорного слуги. Серьезно, Рон, нельзя, чтобы считали, будто вы с Поттером одного поля ягода. Это может очень повредить тебе в будущем. Я имею в виду и карьеру после школы. Как тебе должно быть известно, поскольку в суд его провожал наш отец этим летом, у Поттера было дисциплинарное слушание перед Визингамонтом в полном составе, и прошло оно для него не лучшим образом. Его оправдали чисто формально. Если хочешь знать мое мнение, и многие, с кем я говорил, по-прежнему убеждены в его виновности. Возможно, ты боишься порвать отношения с Поттером. Я знаю, что он бывает неуравновешен и даже буйен, но если ты обеспокоен этим или заметил еще что-то тревожащее в его поведении, настоятельно рекомендую тебе обратиться к Долорес Амбридж. Это замечательная женщина. Я знаю, будет только рада помочь тебе советом. Перехожу ко второй части. Как я уже заметил выше, режиму Дамблдора в Хогвартсе, возможно, скоро придет конец. Ты должен быть предан не ему, а школе и министерству. Я с огорчением услышал, что в своих попытках произвести в Хогвартсе необходимые изменения, которых горячо желает министерство, профессор Амбридж встречает очень мало поддержки со стороны персонала. Впрочем, с будущей недели ей станет легче. Смотри опять-таки завтрашний номер ежедневного пророка. Скажу еще, ученик, выказавший готовность помочь профессору Амбридж, сегодня, года через 2, получит очень хорошие шансы стать старостой школы. Жалею, что редко виделся с тобой этим летом. Мне больно критиковать родителей, но боюсь, что не смогу жить под их кровом, пока они связаны с опасной публикой из окружения Дамблдора. Если надумаешь писать матери, можешь сообщать ей, что некий Стерджис Пандор, близкий друг Дамблдора, недавно заключен в Азкабан за незаконное проникновение в министерство. Может быть, это откроет ей глаза на подлинную сущность мелких преступников, с которыми они теперь якшаются. Считаю большой удачей для себя, что избежал позорного общения с такими людьми. Министр проявил ко мне величайшую снисходительность. И надеюсь, Рон, что семейные узы не помешают и тебе понять всю ошибочность взглядов и поступков наших родителей. Я искренне надеюсь, что со временем они сами осознают, насколько они заблуждались. И если настанет такой день, с готовностью приму их извинения. Пожалуйста, обдумай хорошенько все, что я здесь написал, в особенности о Гарри Поттере. И еще раз поздравляю тебя с назначением старостой, твой брат Перси. Гарри повернулся к Рону. «Ну что ж», — сказал он, так словно воспринял все это как шутку. «Если хочешь, что там у него?» Он заглянул в письмо. «Ага, порвать со мной отношения? Клянусь, я не буду буянить». «Дай», — Рон протянул руку. Рон разорвал письмо пополам. «Самый большой, разрывая на 4 части, гад, разорвав на 8 на свете». Он бросил обрывки в камин. «Давай до утра, надо с этим закончить». Он потянул к себе сочинение по астрономии. Гермиона смотрела на него со странным выражением. «Дай-ка сюда», — вдруг сказала она. «Что?» — удивился Рон. «Дай мне, я их посмотрю и исправлю». «Серьезно? Гермиона, ты наша спасительница», — сказал Рон. «Что я могу для тебя? Ты можешь сказать, мы обещаем, что больше не будем волынить с домашними заданиями до ночи». Она протянула обе руки за их сочинениями, но вид у нее был веселый. «Спасибо большое», — слабым голосом сказал Гарри. Он отдал ей сочинение, снова опустился в кресло и потер глаза. Было уже за полночь. Гостиная опустела, остались только они, трое и живоглот.
Скрипело перо Гермионы, исправлявшее их сочинения, шуршали страницы справочников, по которым она проверяла факты. Гарри очень устал, а в животе было странное противное ощущение пустоты, вызванное отнюдь не усталостью, а письмом в виде черных хлопьев, догоравшим в камине. Он знал, что половина народа в Хогвартсе считает его странным, если не сумасшедшим. Он знал, что ежедневный пророк из месяца в месяц поливал его грязью, но прочтя то же самое в письме Перси, прочтя, что Рону советуют порвать с ним и даже доносить на него профессору Амбридж, он осознал свое положение с небывалой ясностью. Он 4 года учился с Перси, жил у него в доме во время летних каникул, делил с ним палатку на чемпионате мира по квиддичу. Перси даже поставил ему высший балл за второе испытание на турнире 3 волшебников, а теперь Перси считает его психически неуравновешенным и, возможно, буйным. Волна сочувствия к крестному захлестнула его среди его знакомых. Сириус, наверное, единственный, кто мог бы действительно понять его чувства. Он сам в таком же положении. В волшебном мире чуть ли не все считают Сириуса страшным убийцем, приспешником Волан-де-Морта. И с этим ему пришлось жить 14 лет. Гарри заморгал, ему привиделось в огне что-то, чего там не могло быть. Мелькнуло и исчезло. Нет, невозможно, померещилось, потому что думал о Сириусе. «Перепиши это», — сказала Гермиона Рону, толкнув к нему сочинение и исписанный ею самой листок. «И добавь заключение, которое я написала». «Гермиона, честно, ты самый прекрасный человек на свете», — произнес Рон. «И если я когда-нибудь опять буду с тобой грубо, я пойму, что ты снова стал самим собой», — закончила Гермиона. «Гарри, у тебя все нормально, кроме этого вот в конце. Ты, наверное, не расслышал профессора Синистру. Европа была покрыта льдами, а не львами. Что с тобой?» Гарри сполз с кресла и, стоя коленями на вытертом подпаленных камином коврике, глядел в огонь. «Эй, Гарри!» – неуверенно окликнул его Рон. «Ты почему там?» «Потому что увидел в огне голову Сириуса». Гарри ответил совершенно спокойно. В конце концов, он видел здесь же голову Сириуса в прошлом году и говорил с ней, и все же он не был уверен, что действительно увидел ее сейчас. Она исчезла мгновенно. «Голову Сириуса?» – повторила Гермиона. «Как в тот раз, когда захотел поговорить с тобой на турнире 3 волшебников. Но не сейчас же, это было бы слишком». И, глядя в огонь, вскрикнула: «Сириус?» Рон выровнял перо посреди пляшущего пламени. Была голова Сириуса, и длинные черные волосы спадали на его улыбающееся лицо. «Я уж подумал, вы уйдете спать раньше, чем остальные разойдутся», — сказал он. «Каждый час заглядывал, каждый час залезал в камин», — со смехом спросил Гарри. На несколько секунд проверить, чисто ли на горизонте. «А если бы тебя увидели?» – испуганно спросила Гермиона. «Кажется, одна девочка-первокурсница как будто видела мельком». «Но не волнуйся», – сказал Сириус. Заметив, что Гермиона поднесла ладонь к рту, я тут же скрылся. Наверняка приняла меня за странное полено или что-нибудь вроде. «Но это же громадный риск», – начала Гермиона. «Ты говоришь прямо как Молли», – сказал Сириус. Это был единственный способ ответить на письмо Гарри, не прибегая к шифру. А шифры расшифровываются. При упоминании о письме Гермиона и Рон разом повернулись к Гарри. «Сам написал она мне слово?» – с упреком сказала Гермиона. «Забыл», – ответил Гарри, – это было правдой. Встреча с Джоу в Советнике вытеснила все из головы. «Не смотри на меня так. Никаких секретов из письма нельзя было извлечь, верно, Сириус?» «Да, очень хорошо составлено», – улыбнулся тот. «Однако поторопимся, а то чего доброго помешает. Твой шрам». «А что?» – начал Рон, но Гермиона его перебила. «Потом объясним дальше, Сириус. Понимаю, когда шрам болит, удовольствия мало, но, по-моему, беспокоиться пока не из-за чего, ведь он весь прошлый год болел». «Да, и Дамблдор сказал, что это происходит, когда Волан-де-Морт обуревает сильные чувства», – сказал Гарри, как всегда не обращая внимания на то, что Рон и Гермиона вздрогнули. «Так что не знаю, может, он был зол или еще что-нибудь в тот вечер, когда я отбывал наказание. Да, теперь он вернулся и болеть будет чаще», – сказал Сириус. «Так, по-твоему, это не из-за того, что Амбридж дотронулась до меня, когда я отбывал у нее наказание?» «Вряд ли», – сказал Сириус. «Я знаю ее репутацию и уверен, что она не из пожирателей смерти». «По подлости своей вполне может быть», – мрачно заметил Гарри. Рон и Гермиона энергично закивали. «Да, но человечество не делится на хороших людей и пожирателей смерти», – с невеселой улыбкой возразил Сириус. «Хотя знаю, существо оно приотвратное.
Послушали бы вы, что о ней говорит Римус. А Люпин ее знает? Быстро спросил Гарри, вспомнив ее замечание об опасных полукровках на первом занятии. Нет, сказал Сириус, но 2 года назад она составила законопроект против оборотней, и теперь он не может получить работу. Гарри вспомнил, что Люпин теперь совсем обносился, а Амбридж стал ему еще противнее. «Чем же ей это не угодили оборотни?» – сердито спросила Гермиона. «Боится их, я думаю». Сириуса забавляло ее негодование. Должно быть, не переносит полулюдей. В прошлом году агитировала за то, чтобы отловить водяной народ и навесить всем бирки. Представляешь, тратить на это время и энергию, когда такая рвань, как Кикимир, гуляет без ярлыка. Рон рассмеялся, а Гермиона огорчилась. «Сириус», — сказала она сукоризной, — «если бы ты немного поработал с Кикимером, он бы наверняка переменился бы. Как-никак ты последний член его семьи». И профессор Дамблдор сказал: «Ну а что на уроках у Амбридж?» – перебил Сириус. «Обучает вас убивать полукровок?» «Нет», – сказал Гарри, не обращая внимания на обиженную Гермиону, которой не дали защитить Кикимера. «Она вообще не позволяет нам прибегать к магии. Читает дурацкие учебники и больше ничего», – сказал Рон. «Все понятно», – сказал Сириус. «По нашим сведениям из министерства, Фадж не хочет, чтобы вас обучали борьбе». «Обучали борьбе?» – изумился Гарри. «Он думает, что мы собираемся тут какую-то армию магов?» «Именно так он и думает», – подтвердил Сириус. «А вернее боится, что этим занят Дамблдор, формирует свою личную армию, чтобы захватить Министерство магии». Молчание, потом заговорил Рон. «В жизни не слышал ничего глупее, включая рассуждения Полумны Лавгуд. Значит, нам не дают изучать защиту от темных искусств, потому что Фаджа боится, как бы мы не использовали заклинания против Министерства магии?» – возмутилась Гермиона. «Точно», – подтвердил Сириус. «Фадж решил, что Дамблдор готов на все ради захвата власти. С каждым днем он все больше превращается в параноика. Того и гляди, Дамблдора арестуют по какому-нибудь сфабрикованному обвинению». Тут Гарри вспомнил о письме Перси. «Не знаешь, в завтрашнем ежедневном пророке будет что-нибудь о Дамблдоре?» Брат Рона Перси пишет, что да. «Не знаю», — сказал Сириус. «В выходные никого из Ордена не видел. Заняты. Мы тут одни с Кикимером». В голосе Сириуса прозвучала обида. «Так и о Хагриде ничего не слышно. А ему полагалось бы уже вернуться», — сказал Сириус. «Никто не знает, что с ним». И, увидев их огорченные лица, добавил: «Но Дамблдор не беспокоится, и вы не дергаетесь, уверен, Хагрид жив-здоров». «Но если он должен был уже вернуться», — слабым голосом сказала Гермиона. «С ним была мадам Максим. Мы связались с ней, и она говорит, что они распрощались по дороге домой. Но нет никаких оснований думать, что он пострадал или с ним что-то не так». Ребята это не убедило, они встревоженно переглянулись. «И не задавайте слишком много вопросов о Хагриде», – поспешил добавить Сириус. «Так вы только привлечете внимание к его отсутствию. А Дамблдор этого не хочет. Хагрид сильный, он не пропадет». Видя, что их это не успокаивало, он спросил: «Когда вас опять отпустят в Хогсмит?» «Думаю, эта маскировка под собаку на станции нам удалась. Я решил». «Нет», – в один голос воскликнули Гермиона, Гарри и Гарри. А Гермиона спросила: «Сириус, ты видел ежедневный пророк?» «А это», – ухмыльнулся он, – «они все время гадают, где я, и все не впопад». «Да, но на этот раз, может быть, угадали», – возразил Гарри. «Малфой в подъезде как-то странно выразился и, похоже, догадался, что это ты. И его отец был на станции, знаешь, Люциус Малфой. Так что ты тут лучше не появляйся. Если Малфой опять тебя узнает...» «Ладно, ладно, понял», – сказал Сириус. «Я просто думал, вам захочется повидаться». «Да, только не хочется, чтобы тебя опять упрятали в Азкабан», – сказал Гарри. Сириус молча смотрел из огня. На Гарри между бровей у него забегала глубокая складка. «Ты меньше похож на отца, чем я думал», – сказал он, наконец, с холодком в голосе. Отец радовался бы риску. «Слушай, мне, пожалуй, пора. Слышу, Кикимер спускается по лестнице», – сказал Сириус, но Гарри ему не поверил. «Значит, когда снова соберусь к вам в камин, сообщить тебе время? Если да, тебя это не слишком... Если для тебя это не слишком рискованно». Легкий хлопок, и там, где была голова, осталось только пляшущее пламя. Вот мы и прочитали очередную главу. Следующая у нас глава 15. Генеральный инспектор Хогвартса. Ставьте лайк, подписывайтесь, пока.